О нациях и национальностях. Что такое нация или национальность? Наука не дает нам полноценного ответа на данный вопрос, хотя и в ней, и в целом в информационном пространстве присутствуют некие определения этому понятию. Тем не менее, и они также не могут быть исчерпывающими и раскрывающими всю ее суть, так как прежде чем делить или распределять людей по национальному или расовому признаку, нам необходимо перво-наперво ответить на основополагающий вопрос о том, что такое человек и чем вообще является мир, в котором мы все находимся. Другая сторона вопроса, если мы говорим о нации, национальности и опираемся на научный подход в определениях, то мы должны выделить здесь эталонные единицы, то есть образец человека, представителя той или иной нации. Но таких эталонов, как известно, нет. И даже известная попытка выставить такой эталон нацистской Германии, как известно, оказалась провальной, так как молодой человек, которого выставили в качестве такого образца и которого звали Вернер Голдберг, как позже выяснилось, оказался носителем, как это принято говорить в простонародье, еврейских кровей. Если обратиться к накопленным знаниям человечества об устройстве самого человека на микроклеточном уровне, то мы здесь заметим, что у всех видов на Земле есть генетически устойчивое ядро и генетически отягощенная периферия. И можно сказать, что судьба всех видов на Земле зависит от генетически устойчивого ядра и не очень зависит от генетически отягощенной периферии. Но у человека все иначе. Человек — это прежде всего энергоинформационная система, представляющая из себя такую форму жизни, которую можно было бы обозначить как некую электромагнитную подстанцию, подключенную к единому источнику изначальной энергии, но временно не чувствующему это подключение. То есть тут мы можем говорить о зависимости больше от полевых структур при формировании личности, чем от биологической составляющей. И как показывает жизнь, полевая составляющая, в зависимости от ее содержания, в процессе развития и становления личности обладает свойствами оказывать воздействие даже на биологическую структуру через энергию химических реакций для упорядоченного движения молекул. Другими словами, ген человека как единица наследственной информации не является основополагающим фактором, как это пытаются преподносить некоторые националисты и сторонники расовых теорий. И также клетки иммунной системы, обладающие способностью считывать молекулярные сигналы и распознавать сигналы по типу свой и чужой, в этом вопросе не могут быть основополагающим фактором. Националисты и нацисты, пользуясь невежеством большинства, приводили и приводят ныне этот аргумент и по умолчанию ставят на одну доску человека и животного, приводя аналогии и сравнения. Но человек — это не животное. Человек отличается целым набором свойств и качеств, отличающих его от животного. Ну, хотя бы взять своей способностью производить продукты своего собственного потребления. И дело в том, что около 98% массы тела человека составляют кислород, углерод, азот и водород. И только 2% приходится на другие химические элементы. То есть здесь больше можно говорить о наличии множества электрических и электромагнитных полей. Люди, которым удается строить рассуждения о природе реальности с позиции более широкого взгляда, чем общепринятый, замечают, что, поднимаясь вверх в процессе развития и становления, мы видим, что состоим из преимущественно чуждых нашей природе мыслей и образов, часто неосознанных и перемешанных между собой. И это первое, что приводит нас к ложному восприятию окружающей реальности. Дело в том, что в психике каждого человека существует так называемый внелингвистический уровень обработки информации в неких субъективных образах. И такое же положение мы можем наблюдать в коллективном сознательном и бессознательном. Это свойство человека дает шанс и возможности любому выйти за рамки бытового смысла отдельной млекопитающей особи, который полностью погружен в процесс приспособления к внешней среде, и когда он занят преимущественно удовлетворением своих первичных животных и психофизических потребностей. И наполнить, наконец, свою жизнь смыслом, который выходит за рамки личной
биологической программы онтогенеза. Но эти же знания позволяют тем, кто обладает реальной властью, ставить определенные цели в вопросах внутрисоциального управления и достигать их путем внедрения в эти компоненты человеческой психики необходимых образов. Выше всего перечисленного по приоритету стоит цель с огромным количеством возможностей и вероятностей достижения этой цели. Цель эта находится не на этой планете, но она фактически есть то, что объединяет всех людей по умолчанию. И в каждом человеке изначально есть все необходимое для достижения этой цели в рамках одного жизненного цикла через свою реальность. Мешает этому достижению, как обычно, только несобранность, отсутствие должного количества внимания и сосредоточенности на главной цели. И это при том, что еще человек очень часто уделяет внимание и отдает свою драгоценную энергию ложным объектам, которые ему подкидываются извне. А способствует этой несобранности зависимость человека от окружающих его структур, структур власти, бизнеса, иных социальных структур. И сюда же можно отнести и культуру, в рамках которой формируется личность. И подавляющее большинство людей на Земле находятся в прямой и постоянной зависимости от них, так как отдают им часть своего внимания. А внимание, в свою очередь, есть самая драгоценная сила во Вселенной. И мало кто из людей, даже из тех, кто занимает высокое положение в социальных структурах, понимает эту картину в полной мере. При этом важно заметить, что человек может переходить из одной реальности в другую, повышая степень осознанности или меру понимания общего хода вещей. И фактически это и будет тем самым переходом, о котором сейчас многие заговорили. И точно так же можно переходить из одного культурного пространства в другое, перенимая все, что пришлось вам по нраву и вкусу. И это достаточно ярко и доходчиво показано в новом философском мультфильме под названием «В чужой шкуре». Рекомендую его к вам к просмотру, но не путайте с одноименным триллером, снятым в 2020 году. И фактически вы, в совершенстве выучив язык, традиции и в целом все культурное наследие какого-либо народа, можете считаться полноценным представителем этого народа и этой культуры. И примеров таких много и в русской культуре, и также весьма показательной и яркой в этом смысле является американская культура, которая в свое время была сформирована из носителей преимущественно европейских культур. Мы все знаем, что нынешняя американская культура была сформирована путем постепенного вкрапления в нее множества алгоритмов и калек из других культур. Но культура любая вторична от концептуальной конструкции. Культура формируется и образуется из нравственного, мировоззренческого и религиозного аспектов. И таким образом культура, образовавшаяся в рамках какой-то территориальной единицы с его множеством субкультурных составляющих, лепит человека и формирует его отношение к явлениям внешнего и внутреннего мира. Поэтому основу понимания или, наоборот, непонимания представителей двух культур составляют именно эти аспекты. Если, допустим, мы хотим привести к единому пониманию процессов и явлений разных людей вокруг, мы должны будем озадачиться формированием такой единой культуры, которая могла бы единообразно, то есть сведя воедино образы, стоящие за словами и терминами, описать окружающую реальность. И так как сознание работает как волна, то понимание между людьми начнет происходить в момент совпадения волн, идущих от нее. Подобный подход, к примеру, был применен при формировании Римской империи, но путем жесткой стратификации общества. Во время Второй мировой войны, при попытке установить фашистский режим методами подавления и полного истребления других культур. Но тут надо сказать, что после этих событий немецкий народ, который издревле тяготел к прямо противоположной социальной модели, благодаря сплоченности, дисциплине и тяге к науке и к инженерной мысли, в частности, смог повернуть ход истории и изжить явление фашизма как вирус из коллективного сознания. Также старшее поколение помнит понятие «советский человек», «советская культура», которая во многом была сформирована через идеологические установки и систему образования, и которая по своему мировоззренческому стандарту была выше всякой национальной, расовой и религиозной. При этом надо сказать, что был еще и межкультурный диалог и взаимообмен опытом. Но, как показывает накопленный человечеством опыт,
Устойчивость даже подобной культурной среды будет зыбкой без участия и укрепления ее адекватной жизни наукой, конкретно знаниями о человеке и об объективных законах мироздания. Поэтому советскую культуру и в целом всю целостность Советского Союза удалось развалить путем внешних воздействий, благодаря именно возможности противопоставления друг другу различных субкультур, антагонистичных друг другу по своему восприятию окружающей действительности. И мы все помним, что развал СССР начали с разжигания розни между культурами, где использовали и умело манипулировали разностью понимания одного и того же явления или процесса. То есть эгоистическое разделение на нации, на народности, которое устоялось на нашей планете, побуждает к конкурентным взаимоотношениям, соперничеству вместо сотрудничества и диалога, к чувствам превосходства одних над другими, эксплуатации одних другими. И в конечном итоге это влечет за собой подозрительность, побуждает ненависть, ведет к ощущению превосходства над всеми остальными и далее к разного рода внутренним противостояниям и международным конфликтам. На самом же деле мы не враги друг для друга. Наш общий, невидимый и непризнаваемый многими враг – это невежество. Также хотел бы особо отметить, что в высших элитах давно нет разделения по нациям и национальностям. Они давно поняли принцип единства, целостности и причинно-следственной обусловленности всего и вся во Вселенной. Поэтому там присутствует в должной степени и мере конструктивный диалог между представителями разных культур, и отсутствует отрицание возможности уникальности чужих культур, так как это наблюдается в более нижних социальных слоях общества. Нет там также и радикального разделения людей, разных менталитетов и цвета кожи. И при всем этом они еще и объединены вокруг одной цели. Это власть, выстроенная на невежестве толпы. И разрозненность людей позволяет держать эту вертикаль в устойчивом состоянии на протяжении уже многих веков и тысячелетий. Теперь о душе, как о неотъемлемой составляющей человека. Дух и душа, по сути, являются главенствующими и определяющими. А грубая форма материи, из которой состоит тело и на которое делают акцент националисты и нацисты при своих анализах и выводах, это лишь некое приданое к душе и к духу. Человеческое тело – это носитель, то есть некий временный сосуд или одежда для духа и души. И крайне важно поддержание этого сосуда в максимально эффективном, здоровом состоянии, чтобы оно исправно служило цели, которая взяла на себя душа при воплощении. Люди на Земле на самом деле различаются эволюционным этапом развития души, развитием его качеств, то есть энергопотенциалом и ее направленностью, показателем которого по каналам прямых и обратных связей от нее, то есть от души, является аура человека. В классической науке нет подтверждений существования ауры. Она до сих пор отмахивается от серьезных исследований в этом направлении. Но есть неоспоримые достижения и открытия в исследованиях независимых ученых. Дело в том, что все живые клетки человека излучают единицу света, некие электрические излучения человеческой души, которые, допустим, ясновидящий человек видит как разноцветную полевую структуру. Здесь речь идет о биофотонах, которые выдают и биоизлучение внутренних органов, а также и поверхностных тканей организма, и в результате создается поле, называемое в духовных системах аурой, и которую, как показывает практика, можно уловить с помощью чувствительных приборов. И наше сердце излучает электромагнитное поле, которое на сегодняшний день уже поддается измерению. Наш мозг работает не только химически, но и электрически. Он выдает частоты, которые меняются в зависимости от степени нашей осознанности. И именно это создает то самое поле, которое принято называть в духовных системах аурой. В альтернативной медицине существует понятие «эффект Кирлиана», на которое она часто ссылается. Это свечение, которое возникает вокруг биологического объекта, если поместить его в неоднородное электрическое поле высокой частоты. Объект при этом начинает реагировать на электрические импульсы, издаваемые мозгом, что отражается на полевых функциях объекта. И это поле также фиксируется, фотографируется с помощью современных
технических средств. Этот же эффект мы можем наблюдать при взаимодействии с неживой материей. Фактически аура есть часть божественной структуры реальности, которая призвана отражать состояние души. Если говорить более конкретно, то степень ее эволюционного развития и различных качеств. И наука также при желании, исследовав данный вопрос по ауре отдельно взятого человека, может определять, какого уровня осознания достиг человек и каков его эмоциональный баланс. Например, когда кто-то начинает смотреть на мир с позиции человека, сильно привязанного ко всему материальному, а это практически все люди, вовлеченные в бизнес-процессы, представители жестких структур и так далее, то цвета у его ауры смешиваются и мутнеют. Также цвета ауры меняются, если человек, допустим, сердится, завидует или сознательно лжет ради достижения каких-то эгоистических целей. И все это познается и при желании фиксируется. И если мы, как человечество, хотим сделать прорыв и открыть новое направление в науке, как исследование души, и все, что с ним связано, а наличие души, на минуточку, признают и религиозные конфессии, то мы в первую очередь обнаружим, что наша планета — это как некая библиотека душ различного качества и уровня развития. Из чего мы потом, сделав необходимые выводы, сможем, наконец, изжить этот вирус из сознания и подсознания, называемое национализмом, нацизмом, который на протяжении многих веков давала возможность разным аферистам и прохиндеям манипулировать общественным сознанием и держать в толпу состояние невежества, и которое до сегодняшнего дня в большинстве стран дают повод выстраивать структуру и вертикаль власти на основе кровно-родственных связей. И эту часть я бы назвал бы предательством перед всеединым Создателем. Но об этом мы поговорим еще отдельно. Все можно познать через науку, но науку, которая адекватна жизни, ту науку, о которой вещали и которой призывали в разные времена Будда, Иисус, Мухаммад и другие высокоразвитые души. На самом деле в каждом из нас живет искра божественной природы, благодаря которому мы все являемся одним единым целым. И понятие «любовь» и «свет» при таком взгляде рассматриваются как ключевые для понимания единства всего сущего. Каждое существо, каждая эмоция, каждая ситуация соединены между собой единой невидимой тканью, которую можно обозначить как сеть вселенского масштаба, сотканная когда-то Творцом, и которая соединяет нас всех в одно единое целое. По сути, мы есть бесконечность, мы есть любовь и свет, и мы состоим из этого. Мы действительно все едины. Просто временно забыли об этом, так как мы, засеянные здесь еще когда-то с незапамятных времен, живем с пеленой забвения в этом трехмерном пространстве, которое также, надо сказать, представляет из себя довольно примитивный уровень организации реальности. Мы все являемся частью единого высшего разума, и все, что мы не делаем и не думаем, оказывает влияние на весь окружающий мир. Наши тела сотканы из мельчайших частиц, атомов, которые содержатся в том числе и в далеких галактиках, да и вообще во Вселенной все состоит из одного и того же строительного материала. И у каждого из нас свои уроки в этой реальности, где все множество остальных воплощенных выступает как наши своего рода зеркала. Что тут имеется в виду? В определенных кругах известно, что души на той стороне договариваются, прежде чем воплотиться здесь и стать либо друзьями, либо врагами. В одной жизни душа может воплотиться и быть твоим врагом, в другой — братом или родителем. Но все делается для того, чтобы создать друг для друга катализаторы или дать толчок к развитию другой души. Поэтому, несмотря на всю кажущуюся разность и противоположность, мы все пришли из одного и дома. И все состоим из одних и тех же атомов и субатомных частиц. Здесь у каждой души свои уроки и свой уровень восприятия и осознания природы реальности. И для тех, кому удалось пройти нужные уроки здесь и подняться на нужную высоту осознания, личное счастье будет неполным, пока страдает хоть одна душа.
Для такой души будет величайшей радостью помочь другому, вспомнить, кто он. И в конце концов, человек находится на земле, чтобы научиться отдавать и получать любовь. И то, что происходит здесь, в иллюзорном мире, это всего лишь игра. Одна из древних книг, Коран, говорит: «Неужели вы думаете, что мы создали вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам по окончании?» Божественное единство не знает границ. Оно наполняет не только сознательные существа, но и каждую частицу мироздания, сотворенную в потоке любви. В каждом создании, где есть соединение ума, тела и духа, сияет уникальная искра всеединого Творца. И путь жизни — это постепенное раскрытие в себе сознания, осознание этой неразрывной связи со всем сущим. И как раз этим и вызвано это обращение к вам. Прошу это принять. Это единство и эту уникальную связь любой из вас ощущал и ощущает каждый раз, когда речь заходит о состоянии ваших близких и любимых, вне зависимости от расстояния между вами. Но из-за того, что само понятие «любовь» было давно искажено самим человеком на Земле, душа многих людей при воплощении здесь, оказавшись под влиянием культурных, религиозных, этнических, политических и тому подобных аспектов, подпадает под влияние грубой материальной составляющей и уходит в забвение, а дальше утрачивает память о том, что было до прихода сюда. И в результате нивелируется до состояния отдельной обособленной особи, утратившей способность более тонко чувствовать этот мир и видеть в каждом себя. Даже знаменитый символ инь-янь по сути своей не является символом противоположности, как это представили в рамках распространенной ныне кабинетной философии. А это есть символ, показывающий взаимоотношения от личностей. И нет разделения на части или противоположности. Все элементы Вселенной взаимосвязаны. Такое осознание природы реальности, при котором мы, как человечество, смогли бы, направив свои усилия в сторону познания и раскрытия знания о душе, позволило бы нам найти ту опору для сближения душ, о которой говорили все великие мыслители человечества и все пророки. Это также открыло бы новые возможности для создания союзов между людьми, у которых присутствует совпадение в индивидуальных нотах души. И в такой перспективе, когда люди будут объединены, человечество смогло бы стать носителем великого разума, неограниченного временем и пространством. И тогда человечеству со временем станут доступны все тайны Вселенной. Ведь конечная цель всех душ заключается в достижении такого уровня осознанности, когда каждый идентифицировал бы себя как часть единого космического разума и начинал бы чувствовать единство со всем, что есть, было и когда-либо будет. Дело в том, что при объединении людей в едином творческом порыве ради общего блага, когда умножаются таланты, в процесс включается нечто божественное, что дает дополнительную силу этому собранию людей или коллективу. И если цель благая, то к этому процессу подключается вся Вселенная. Здесь присутствует невидимая сила, сила духа, в результате чего конечный продукт вдохновляет людей надолго, особенно если это проявляется в творчестве или искусстве. И мы все помним такие примеры из СССР. Человечество на самом деле похоже на огромный оркестр. Каждый из нас — это инструмент со своим уникальным звучанием. По отдельности мы играем отдельные ноты, но объединившись под управлением общего ритма, создаем величественную симфонию. Именно в этом единстве, где талант одного дополняет талант другого, есть истинный смысл нашего пребывания на Земле. И я знаю и убежден, что Творцу-Вседержителю не нужны обособившиеся в национальной группы общности, настроенные друг против друга. Творец заинтересован в единой цивилизации, где каждая частичка является уникальным дополнением другой, где каждый элемент важен и ценен по-своему. То есть люди на самом деле на более высоком уровне представляют из себя единое сознание. И поэтому здесь мы все должны быть в содружестве и взаимоподдержке, но не в конкуренции. И должны быть зависимы друг от друга для того, чтобы все процветало,
и для того, чтобы мы как можно быстрее развивались как единое сообщество. И чтобы это прежде всего проявилось в науке, образовании, в творчестве и в саморазвитии. Поэтому нам необходимо изжить это мировоззренческое уродство, в рамках которого происходит разделение людей на расы, нации, национальности, и ведет нас к саморазрушению. Есть только один вид, одна раса и общий дом на всех. На самом деле мы все одно взаимозависимое целое, и все пришли сюда, в этот мир, учиться через контрасты. Ведь из научных исследований также достоверно известно, что существует неразрывная связь между промежуточным мозгом человека и всей разумной Вселенной. Можно сказать, что мы все соединены между собой невидимой тканью. И поэтому от благополучия самого незначительного индивидуума зависит всеобщее благополучие и счастье. Только под таким широким углом зрения можно увидеть глубокий и практический смысл заповеди, которая известна как «возлюби ближнего своего, как самого себя» от Иисуса. И я считаю, что если подать эту тему объективно и простым языком, то любой человек на земле ее поймет и примет, к чему я вас всех и призываю, ибо наступило время определяться с фундаментальными вопросами жизни. Это время жатвы, время пробуждения и время, что крайне важно, разделения полей. Те души, которые смогут понять и принять важность концепции служения другим, пойдут дальше и окажутся в лучших местах. Те, кто настроены больше на служение себе, пойдут на повторение круга и дальнейшее накопление опыта снова трехмерной реальности. И это понимание становится сейчас тем важнее для крайне скорого осознания, чем больше и дальше в нашу жизнь входит знание прикладного характера в виде новых технологий, которые, если и дальше будут под контролем сил, жаждущих власти и тотального контроля, то в краткосрочной перспективе могут привести сначала к тотальной фашизации общества и далее к самоуничтожению, либо могут быть поставлены на службу человечеству и преобразить жизнь до неузнаваемости, если у человечества схватят ума и мудрости объединиться вокруг новых знаний. Я предлагаю всем людям Земли, кто услышит это сообщение, подняться на уровень наднационального мышления, к той интеллектуально-духовной высоте, где становятся доступны системы воззрений всех известных пророков и других исторических личностей с высоким уровнем духовного развития. И в завершение этого обращения желаю всем слушателям любви и взаимопонимания. Мир вам!